Российский союз автостраховщиков направил письмо в правительство и Центробанк с предложением массово внедрить функцию распознавания автомобилей без полисов ОСАГО в системы фото и видеофиксации нарушений ПДД, сообщает РБК. В Российском союзе автостраховщиков отмечают, что за отсутствие полиса водителей следует наказывать один раз в день. В организации поясняют, что в связи с предстоящим исключением полиса ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации транспортного средства, единым способом контроля за наличием страховки остается проверка документов инспекторами ГАИ при остановке. Это может привести к увеличению числа водителей, не страхующих свои автомобили. План по обновлению программного обеспечения дорожных камер, чтобы они могли выявлять автомобили без полиса ОСАГО, существовал еще в начале года. Однако вопрос до сих пор не решен. В настоящее время за отсутствие полиса ОСАГО водителям грозит административный штраф в размере 800 рублей. А вот оформить полис ОСАГО легковым авто мощностью 100 лошадиных сил, владельцем которого является водитель со стажем безаварийного вождения в несколько лет, в среднем получится за 10 тысяч рублей. По данным Всероссийского союза автостраховщиков, около 3 миллионов водителей в Российской Федерации не выполняют обязанность по покупке ОСАГО. Штрафы за отсутствие страховки также могут дополнительно пополнить региональные бюджеты на 2 миллиарда рублей в год, отмечают автостраховщики. Также на повестке дня полезная информация от наших спонсоров. С ними вы сэкономите на прохождении ТО, покупке нового автомобиля и оформлении каско. Все это один бесплатный ресурс autospot.ru. Буквально в несколько кликов вы наглядно поймете, сколько можете сэкономить при покупке нового автомобиля за наличные, в кредит или трейд-ин. А если вам необходимо техническое обслуживание, заполняйте параметры и удобно смотрите на карте самые выгодные цены в вашем городе. Ну а если вам нужна каско, сделайте пару кликов и получите за 2 минуты список самых выгодных предложений. Для вас сервис абсолютно бесплатный. Ссылка будет в описании, а мы вернемся к новостям. Получается, государство нам разрешает оформлять машину без ОСАГО, но за езду без ОСАГО будет штрафовать каждый день. Скорее всего, без ОСАГО будут ездить на вторых доп. Машинах типа Нивы, на которых редко выезжают. Как вариант, они оформляют ОСАГО на самого опытного и безаварийного водителя, так дешевле, и катаются без штрафов каждый день. На номерах ведь будет ОСАГО, а кто там за рулем, камера не различает. Но по-хорошему оформляйте ОСАГО на себя и не переживайте на дороге. У многих будет возмущение от этого видео, так как ездить без ОСАГО это все считают нормальным. Заплатить 10 тысяч рублей раз в год за ОСАГО это денег нет. Купить морковник полудохлый и ездить без ответственности – это что? Это нормальная норма поведения? Что за возмущение в комментариях? Я бы этих ребят без ОСАГО на Жигулях и морковниках не только штрафовал, но прав лишал бы. Стоимость их тачек копейки, а у тех, в кого они влетают, может нормальная машина. Да, купленная в кредит, но это может быть добропорядочный семьянин, который везет своих детей на кружок рисования. И что ему делать с такими водителями без ОСАГО? По судам догонять? Кому это надо? Или вы что, хотите как в 90-е? Видимо, не все понимают, как это бывало в отдельных ситуациях. Те, кто помнят, те поймут. Может, всем возмущающимся на работу устроиться и иметь способность не только машину купить, но и нормально ее обслуживать и страховать. В 90-е люди квартиры продавали, чтобы за ДТП рассчитаться. Просто некоторые не понимают, что как бы ОСАГО не была плохой, не идеальной, да любой, она снимает кучу проблем. Да, ОСАГО надо привязывать к водителю, а не к машине. У меня, например, сейчас на 3 водителей в семье 2 машины. Но главное, ОСАГО работает. Буквально месяц назад въехал мне чувак в бампер на старенькой машинке, но у него страховка. Постояли, поговорили и разошлись, оформив ДТП. В итоге мне примерно 2 цены реального ремонта выплатили. Честно говоря, сам удивлен. А виновнику голову не надо ломать, где деньги искать. А вы за или против ОСАГО? Пишите в комментариях.